Всем привет, дорогие друзья, с вами канал 4Crypto Monsters, и сегодня я хочу разобрать для вас проект StarBots. Это игра на блокчейне Solana в жанре файтинг с элементами головоломки. Так давайте же узнаем, что нужно делать в этой игре, когда было IDO, seed раунд и приватный раунд, где купить токены BOTS и GR, насколько хорошая команда у проекта и почему игра будет популярна. Также в конце видео будет небольшой розыгрыш, не пропусти. Let's go! StarBots — это игра, основанная на противостояниях роботов, которых каждый игрок создает на свое усмотрение. Пользователи должны будут купить несколько различных частей и с помощью токена GR собрать своего победного робота. Как это будет происходить? Вы покупаете на маркете 5 частей робота, а именно тело, оружие, гаджет, колесо и персонажа. Каждый элемент имеет свои характеристики и отвечает за определенный показатель в бою. Например, тело, самая важная часть робота, влияет на здоровье, энергию, магию и количество слотов. Если со здоровьем все понятно, это хп робота, как и с количеством слотов, то вот энергия, тут нужно разобраться. Она отвечает за установление других деталей. Например, чтобы поставить деталь уровня легендарная, понадобится намного больше энергии, чем если бы мы поставили обычную. Поэтому чем круче деталь по редкости, тем лучше тело нам нужно для установки. Магия же — это дополнительный бонусный параметр на всех деталях робота. Она отвечает за доп. Урон, который ваш робот будет наносить противнику. Чем реже деталь, тем больше вероятность использования магии. Всего в игре будет присутствовать 8 видов тел с 6 видами редкости, но я покажу самые интересные из них. Первый, которого будет очень сложно перевернуть, это буря. Он имеет пирамидальную форму с тяжелым центром тяжести. Второй — турбо. Будет с легкостью уворачиваться от высоких противников и хоть и будет иметь мало здоровья, это не помешает ему побеждать в боях. И третий, который как раз сделан, чтобы контрить турбо, это линкер. Его необычная форма препятствует переворачиванию, однако если вам все же удастся это сделать, можете наслаждаться легкой победой. С телом разобрались, далее идут оружия, которые делятся на 18 видов с разным количеством рарности. У них из характеристик будет урон в секунду, магия и мощность. Самые топовые из них, на мой взгляд, это нано-копье, которое имеет очень быструю скорость и среднюю длину, лазерный бластер, который имеет хоть и медленную скорость атаки, однако стреляет на любую дистанцию и имеет хороший урон, и инферно. Это что-то типа гранаты, которая взрывается и поджигает противника в течение нескольких секунд. Далее одной из немаловажных деталей робота является гаджет. Гаджеты — это помощники в безвыходных ситуациях. Всего в игре 7 разных гаджетов по 6 видов редкости. Они также обладают характеристиками здоровья, магия и мощность. Гаджеты будут отбрасывать вперед, назад, поднимать противника или даже восстанавливать вам хп. Последний компонент робота — это колесо, которое также будет иметь в характеристиках здоровье и магию. Однако их всего 7 видов, которые делятся на 6 видов по редкости. Теперь, имея все детали, мы уже можем собрать своего полноценного робота, который будет иметь интересную конструкцию, большой урон в секунду и немало хп. Однако нам не хватает персонажа, который будет управлять этой махиной. Для этого в игре будет присутствовать Star Dogs, то есть звездная собака, которая просто сидит в роботе во время сражения и никак не влияет на характеристики. Однако скины собак на выбор также будут, которых вы сможете купить на маркетплейсе. Все детали, кроме персонажа, вы сможете улучшать за токен GR и иногда за токен BOTS. Так, с конструкцией разобрались, теперь перейдем к геймплею. Нас ждут сражения в PvP и PvE режимах. В PvP все просто, за победу получаете Dog Points и токен GR. За поражение отнимают Dog Points. С помощью этих поинтов вы продвигаетесь дальше в рейтинге и в конце сезона получаете лутбоксы и токен GR. А вот в PvE нас ждет настоящая история, где собака теряет своего хозяина на планете Плутонит и идет сражаться и захватывать всю планету. Но потом ему становится мало, и собака решает захватить все ближайшие планеты: Биглерест, Коргист, Хаскитори, Голденарс и Булианс. На каждой планете будет от 20 до 50 этапов, где после каждых 5 этапов вам будет встречаться босс, и как только вы его победите, вас щедро наградят приличными наградами. Кстати, один бой в любом режиме вам обойдется в одну батарейку, то есть энергию, которая будет восстанавливаться со временем. Максимум у вас может быть 5 батареек. Теперь что насчет токенов? Токен GR — это внутриигровой токен, который нужен для улучшения механизмов, покупки деталей на торговой площадке, открытия лутбоксов или уменьшения времени открытия лутбоксов. То есть обычный внутриигровой
игровой токен, который мы зарабатываем по ходу игры. Токен BOTS же это основной токен проекта, IDO которого проходят прямо сейчас на Impossible Finance и SolRazer. Будет нужен для голосования, покупки некоторых деталей на внешних маркетплейсах и для заработка путем проведения времени в экосистеме StarBots. Всего будет выделено 200 миллионов токенов BOTS, где 25% пойдет на развитие экосистемы, 20% для команды разработчиков, 16% на приватный сейл, 15% для наград внутри игры, также 15% на ликвидность и стейкинг, 5% советникам и 4% на паблик сейл. В целом токеномика проекта выглядит отлично. За все предпродажи токенов проект соберет 2,8 миллиона долларов финансирования. А теперь давайте посмотрим, за какие заслуги инвесторы поверили команде разработчиков. Начнем с того, что у проекта более 30 сотрудников, из них Кен Вуонг, у которого 7 лет опыта в качестве CDO на топовых игровых проектах, Хунг Нгуен, дизайнер многих лучших игр на Android и iOS, и еще несколько веб-дизайнеров, гейм-разработчиков, специалистов по VFX и маркетологов. Стали бы какой-то несерьезный проект запускать с таким количеством сотрудников? Я думаю, что нет. Теперь самое интересное – это советники. В советниках один из самых популярных на данный момент людей в криптовалюте – это Келвин Чу, бывший ресерчер проектов для лаунчпада на Binance, в настоящее время создатель личной инкубаторской площадки Impossible Finance. К нему у многих людей есть доверие, потому что он в свое время открыл такие проекты как Sandbox, Axie Infinity, Vazirix, и это далеко не весь список. Далее в советниках мы видим Вилла Робинсона. Это один из создателей DeFi Alliance, которая, в свою очередь, одна из самых крупных компаний по раскрутке стартапов на Web 3.0. Следующий человек в советниках Борет Илон, блогер в криптовалютной тематике, который имеет почти 2 миллиона фолловеров в Твиттере, является инвестором MetaMars. Также Джиан Нгуен, создатель игровой студии, которая насчитывает более 30 собственных игр. И, наконец, Лонг Вуонг, создатель Tomo Chain, совладелец SoulScan, а также активный участник развития криптовалютной тематики. Вот что-что, но советники у этой игры на 10 из 10. Тут и помощник по игре, и специалист по Web 3.0, и опытный SEO для развития проекта. В общем, что хотелось бы сказать в конце. Игра имеет все шансы стать популярной и набрать огромную аудиторию. Из дорожной карты проекта мы видим, что все части игры должны запуститься уже до третьего квартала 2022 года. И это та игра, за которой я 100% буду следить и откупать токены, так как вижу хорошую перспективу. В скором времени будут продажи первых NFT, а это значит, что такие события точно нельзя пропускать. Для этого у меня есть телеграм-канал, куда я выкладываю новости всех проектов, за которыми слежу. А теперь конкурс. Будет 5 победителей по $10. Условия максимально простые. Подписаться на канал, поставить лайк и заполнить Google форму по ссылке в описании. Победителей выберу через неделю в своем телеграм-канале. А вы, как всегда, думайте своей головой, проводите собственный ресерчинг и вкладывайтесь в правильные проекты. А с вами был канал For Crypto Monsters. Я желаю вам побольше удачи во всяких ништяках и хорошего времяпрепровождения в криптовалютной индустрии. Всем спасибо, до новых встреч, пока-пока.